между человеком и природой существует неразрывная связь. Я каждый раз задумываюсь об этом, когда оказываюсь в лесу. Естественные звуки леса успокаивают нас и говорят с нами без слов. В таких местах ты начинаешь понимать, что самое прекрасное в природе – это отсутствие людей. Сегодня я отправился в хорошее место, на уединенное озеро, окруженное лесом. И свой путь я начал с приготовления кофе. Любой день будет прекрасен, если начать его с прогулки по лесу и сварить кофе в турке под пение птиц. Такая атмосфера дает нам больше покоя и понимания, чем тысячи попусту сказанных слов. Напиток в турке быстро закипел, образовав очень аппетитную кофейную пенку. Кофейные зерна были помолоты утром, и несмотря на 1000 упаковок, аромат кофе все время кружил где-то рядом со мной, наравне с запахами хвойного леса. Вкус свежесваренного кофе и теплая погода сообщили мне, что день сегодня будет удачный. Утро в лесу – это время ярких красок и громких птичьих песен. Кругом кипит лесная жизнь. Нужно только присмотреться. Солнечные лучи золотистого цвета пробиваются мощными потоками между ветвями деревьев. Начинают распускаться яркие лесные цветы, шедевры, созданные природой. К моей лесной тропе выполз сонный ежик. Кажется, он меня заметил раньше, чем я его. Он притих и затаился в траве. Ежик глядел на меня своими глазками и быстро водил черным носом. И после короткого знакомства я пошел дальше, чтобы не доводить колючего друга до психотравмы. Пока я шел по тропе, я заметил протяженную изгородь. Это была небольшая рыбацкая база. Поговорив с хозяином, я решил вернуться на нее, когда стемнеет, чтобы устроить здесь ночлег. Когда ты искренне ценишь природу и наш мир, наш дом, который находится вокруг тебя, ты находишь красоту в мелочах. Ты видишь яркие краски во всем, что тебя окружает. Майские дни – это особенное время. Приходит первое настоящее тепло, и, расположившись на берегу тихого озера, можно безмятежно наблюдать, как проплывают облака в зеркальной глади водной поверхности. Берег завораживает своим спокойствием, и только иногда весенний ветер пускает рябь по воде. Такие тихие минуты позволяют убрать весь лишний шум из нашей библиотеки мыслей и создают особое настроение. Многие в нашем мире устремились в ложную конкурентную гонку, бегая по кругу друг за другом. Все стремятся жить по максимуму и добиваться успехов.
Но почему-то, очень часто, весь смысл у людей не достигнуть результата, а стать на шаг впереди другого. Радоваться своим достижениям – это нормально. Получать удовольствие от неудачи другого – это болезнь. Такие люди не могут быть полностью счастливыми и не могут сделать счастливыми других людей. В чистой воде озера отражается солнце и облака. Вдоль берегов большое количество кустарника. Распускается верба с желтыми от пыльцы соцветиями. Между кустами притаились небольшие спуски к воде. Свой день я разнообразил приготовлением овощей. Я смешал баклажаны, помидоры, перец, добавил маслины. Все это я обжарил на оливковом масле с добавлением различных специй. И, конечно, потом завернул в лаваш и съел. Сытость пришла быстро, и течение времени ускорилось в разы. Окружающая атмосфера, шум воды, пение птиц создают гармонию внутри и позволяют отдохнуть и поразмышлять. Озеро, окруженное лесом. Тихий плеск воды о берег и лучи заката. Все эти вещи ты видел много раз в своей жизни. Простые, но очень ценные вещи. День отправляется на полку библиотеки воспоминаний. Но вечер только начался, хоть солнце и стекало к закату. Следуя по лесу, я задумался о том, что природа старается защищать себя, но пока человеческая глупость побеждает. Я человек далекий от религиозных мыслей и конспирологических теорий. Но глядя на то, как человек поступает с природой, начиная с выброшенных пластиковых бутылок и заканчивая промышленными выбросами в реки и атмосферу, начинаешь задумываться, что такие вещи, как пандемия, возникают не просто так. Возможно, это грозное предупреждение тем, кто еще не успел задуматься. Это ответ человеку от чего-то, что находится за гранью нашего понимания. Совсем стемнело, и я вернулся на базу, которую проходил днем, чтобы остановиться здесь на ночлег, посидеть у костра, поесть, изучить ночное небо
запивая все это вкусным чаем. Все мои чувства и мысли, которые возникают в это время, в таком тихом месте, очень чистые, исключительно добрые. Я слушаю потрескивание дров и пропускаю через себя тепло от огня и красных углей. Я смотрю на ночное небо, поглощенный ощущением пространства. Как будто вся вселенная поместилась между мной и этой луной. Таинственная луна предстала перед ночным лесом, чаруя своим рисунком кратеров и долин. Далекая и спокойная, своим холодным светом заглядывает в наш мир. В такие моменты мне кажется, что весь мир тянется к этой луне. Поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И в скором времени мы встретимся снова. Пока.